Всем привет, я Кирилл, я помылся, поэтому запустил процесс укладки своих волос. И вчера я познакомился с Джейсоном. Джейсон — это человек из США, и он заказал у нас логотип. Я решил записывать сразу параллельно процесс создания логотипа и показать, как можно использовать ментальную карту, чтобы вот найти решение для этой задачи. Тем самым показав, что ментальная карта может быть полезна не только в создании целого фирменного стиля, но и более таких частных случаев, как логотипы. Условие заказчика следующее. Он попросил 5 разных вариантов. Обычно я делаю 1-2 варианта, максимум 3, и то они между собой не сильно отличаются. Различия лишь в каких-то там минимальных настройках. Но я согласился на данное условие. И к понедельнику, то есть через через 3 дня, я должен показать ему первый скетч, первые наброски. Далее заказчик выбирает вариант, который ему нравится больше всего, и следующие 2-3 дня я уже доделываю окончательно дизайн. То есть предварительно логотип должен занять у нас примерно неделю. Максимум неделю. Джейсон парень немногословный. Когда я попросил выслать информацию о компании, он лишь скинул ссылку на то, на что они похожи. Национальная CPR Foundation. Компания занимается выдачей сертификатов для молодежи для проведения мероприятий по сердечно-легочной реанимации. CPR, на русском это будет SLR. Я пока вот еще не вдавался, сейчас, когда пойдем создавать ментальную карту, уже будем узнавать все нюансы. Что мы имеем? То, что компания похожа на данный фонд. Далее, аудитория — это подростки 13-18 лет, кому нужны вот эти вот сертификаты. Сертификаты, они будут бесплатными. И далее, дизайн должен быть useful, то есть юный. Дизайн должен быть юный, молодой, юношеский, живой. Короче говоря, делаем юношеский дизайн для молодых людей. И необходимо использовать цвета вот отсюда. Это дизайн их будущего сайта. Изначально я уточнил Джейсона, может ему нужна идентика для его компании, а не просто логотип. Но Джейсон отнекался и сказал, что только логотип. Что вижу я? Я вижу то, что идентики у них нет. Есть такой вот стильный сайт, дизайн их будущего сайта, который сам по себе, вся композиция из этих элементов, особого смысла, который бы относилась именно к деятельности его компании, не несет. Это просто как такие красивенькие штучки, элементики, разбросанные по всему сайту. Просто сайт хорош именно в сфере какого-нибудь Behance, зайдет, чтобы понабирать лайков. Поэтому попытаемся вписаться именно в уже существующую такую штуку. Итак, приступаем создавать ментальную карту. Я пользуюсь специальной программой, есть разные, но мне больше понравился Xmind. Создаем карту, центральный раздел. Что из себя представляет эта программа. У нас есть центральный раздел, сюда мы пишем ключевое слово. В данном случае это useful, то есть... не useful. Его компания называется UseCPR. Чем удобно? Тем, что просто ты кликаешь, тебе сразу выдает следующую ячейку, и ты сразу пишешь. В нашем случае я пишу перевод от этого слова. Легочная реанимация. Далее, что делаю я? Я вбиваю сердечно-легочную реанимацию в Google. Перехожу на Википедию. На Википедии читаю. Сердечно-легочная реанимация. SLR. Комплекс неотложных мероприятий, направленных на восстановление жизни организма. Комплекс неотложных мероприятий. Пойдет. Только что узнал, что ранним признаком биологической смерти, который появляется через 10-15 минут после гибели головного мозга, это является кошачий зрачок, который называется еще симптом белоглазого. Он обнаруживается при легком сдавливании глазного яблока. Именно от этого зрачок меняет свою форму и удлиняется, как у кошек. С первым блоком я закончил, решил остановиться на этом этапе.
И вот он выглядит так. Сейчас я приступаю к второму блоку, куда буду записывать свои ассоциации по каждому из пунктов из первого блока. Сердечно-легочная реанимация. Человек лежит, движение руками, помощь, спасение. Есть. Дальше. Комплекс неотложных мероприятий. Список правил, скорость, быстрый. Хватит. Восстановление жизнедеятельности организма. Жизнь, кровь, нет, не то. Сердце стучит, кровь бежит. Итак, я пробежался по второму блоку ассоциации. Теперь полная схема выглядит так. Ну, вернее, не полная схема, но полная на данный момент. И переходим к третьему блоку трансформации. Как мы можем наши придуманные все эти штуки изобразить визуально. Итак, первый пункт. Это сердечно-легочная реанимация. Человек лежит, движение руками, помощь, спасение. Хорошо, помощь, спасение. Это какая-то позитивная атмосфера. В скобочках это элементы типа плюсиков, что равнозначно и параллельно может идти как раз таки с элементами крестиков для медицинской тематики. Человек движение руками. Это линии. Это может быть изображение изо, скорость, быстрый список правил, памятка, ну то есть как брошюра, памятка, брошюра. Все, я закончил с третьим блоком. Сейчас эта схема выглядит так. Сейчас переходим к финальному блоку, к блоку концепций. Я напоминаю то, что нам нужно сделать 5 различных дизайнов, 5 вариантов. Поэтому чем больше мы сможем вытянуть отсюда каких-то концепций, неважно, слишком очевидных, просто очевидных или не совсем очевидных, чем больше, тем лучше. Я сейчас буду пробегаться по всей ментальной карте и что-то отсюда цеплять. Да, пока я составлял эту ментальную карту, у меня возникла одна из концепций, это схематичный показ метода в стиле рук плюс дыхание. Это одна из концепций, показать схематично, как работает этот метод, это руки и дыхание. Конкретно, как пока не знаю, это дальше будем искать. Дальше, да, это может быть, раз они выдают сертификаты, можно сделать акцент именно на сертификатов и показать этот элемент сертификата. Такое простое, ну пусть будет. Анимации. Вылезли несколько анимаций. Возможно, анимация сердцем, уже что-то более интересно. То есть сердце останавливается и сердце живет. Люди руки прикладывают, делают массаж сердца, то же самое. Пользователь наводит мышкой на сердце, как бы делает массаж, и оно оживает. Надо это записать. На самом деле здесь анимацию можно прикольно сделать, то же самое и пульс. Непроходимость дыхательных путей, искусственное дыхание, то есть визуально это можно представить, как оно вот закрытое что-то, и через нее, и вот в этом закрытое оно проходит. То есть есть какой-то вот элемент, который будет разбивать. Это я и запишу. Элемент, который разбивает. Это с отсылкой вот как раз таки к проходимости, к искусственному дыханию, к возврату, к такому вот возврату ты и дышишь, у тебя проходит все. Ссылка. Получилось 1, 2, 3, 4, 5 разных концепций, из которых можно вытянуть еще больше логотипов, вариантов дизайна, как вот с анимацией получается. Вот, пока так. Вот так я перечесал ментальную карту, просто чтобы было бы удобнее ее читать. Вообще на первый этап работы ушло 1,5 часа. Я считаю, это вполне неплохо, при том, что ментальная карта это одна из таких тяжелых и долгих. Следующий этап мы приступаем к поиску визуальной формы. И первое, самое главное, это
Я начинаю всегда с набросков на бумаге, потому что и стараюсь задержаться там намного дольше, прежде чем перейти к компьютеру. Не так вот, что я нашел пару интересных идей, и я думаю, быстрее бы их реализовать на компьютере, посмотреть, как это будет выглядеть, потому что компьютер, он уже потом затягивает. Ты видишь, что вроде получилось неплохо, и уже как-то не хочется возвращаться опять к прошлому этапу за бумагу. Вот, поэтому лучше подольше посидеть за набросками на бумаге, и с ними уже потом переходить к компьютеру.